сливки. Они находятся вот в таком вот флакончике. Постоянно все к ним подходят, что-то там выжимают. Иногда кажется, что это может продолжаться бесконечно. Всем здорово! Серьезно, все это время это был один флакончик, с которого уже попробовали абсолютно все. Надо будет кому-то убрать. Реально непонятно, сколько находится здесь объема сливок в таком объеме флакончика. Он непрозрачный. На баллончике не написано, какой здесь объем сливок. Нет никакой информации. А вот сколько сливок вообще в 100 флакончиках сливок? Что от нас скрывают? И знаете что? В этом видеоролике мы решили это проверить. Сколько различной пены находится в разных баллончиках всего. Пена для бритья, монтажная пена, сливки. И все. Итак, вашему вниманию представляю 100 баллонов сливок сбитых. Если вы не знали, это выглядит именно вот так. Как вы думаете, заполним ли мы весь этот бассейн при помощи 100 баллончиков сбитых сливок? Лично мне кажется, что 100 баллонов наполнят бассейн ровно наполовину. Ребята, Вы же понимаете, что будет в конце, после того, как мы наполним бассейн? Кто-то будет в нем купаться. По-любому, кто-то должен нырнуть туда, или, знаете, как вот этот торт, который постоянно заряжает в людей? Мы сделаем точно так же. И самый главный вопрос, сколько вообще сливок в одной банке сливок? Я торжественно открою этот эксперимент и выпшикаю первую банку. Окей? давай. Почему, когда это на торте, это выглядит куда аппетитнее, чем вот так вот? Вообще не симпатично выглядит. Нет, они закончились, серьезно. Вот что надо поболтать? Это все. На самом деле, если так смотреть, такое ощущение, что там столько и есть. Когда мы взяли бассейн, мне кажется, мы немного переоценили свои силы. Но прямо сейчас я предлагаю не медлить и полностью заполнить бассейн сливками. Поехали! Я дико извиняюсь, наверное, немного не в тему, но... Короче. Я оставлю это пока что здесь. Просто последние ролики вы вообще как-то не особо подписываетесь. Возможно, вы просто забыли. Ролик дальше пускай идет, и все. Я одно понял, то, что сливки давить очень больно. Вот смотрите на мой палец. Я надеюсь, вам хватило этого времени, чтобы подписаться, поэтому... Что это такое? Эта птица пролетела. Опять эти голуби! Пошли вон отсюда! Ну-ка. Они не голуби. Я всегда мечтал так сделать, на самом деле. Похоже, что мы все-таки прям чересчур сильно переоценили количество сливок. Даже когда вы поняли, сколько сливок в одном баллоне, я думал, их будет, побольше, чем сейчас. Просто сливок. Чё, Диман, как? Диман! Диман, ты дышишь? Вкусно? Очень вкусно. Можно не помыться? Забудь, что это такое уже. Похрену, давайте. Ребят, у нас остались последние 2 банки. Кто хочет последнюю банку? На, Дима. Теперь точно все. Итак,
сколько у нас сливок получилось со 100 банок сливок? Вот для сравнения, вот это вот одна банка сливок, а вот это вот 99. 98. Вот здесь одна еще. По-любому, кто-то должен нырнуть туда, или, знаете, как вот этот торт, который постоянно заряжает в людей. Мы сделаем точно так же. Кто будет нырять? Пишите в комментариях, жалко Димана или нет. Димон! Где Диман? Стой, стой, это сейчас жесткая интрига. Как выглядит Диман? Я ничего не вижу. В ходе этого эксперимента мы выяснили, что сливки невероятно скользкие. А можно мне, пожалуйста, помыться, ребят? Ну а пока Диман пошел мыться, мы с вами продолжаем эксперимент, и сейчас мы узнаем, сколько пены в 100 баллончиках пены для бритья. 100 баллончиков с пеной для бритья. Вот сейчас мне реально кажется, что, по идее, мы должны заполнить этот бассейн полностью, потому что лично у меня один флакончик для бритья уже идет всю жизнь. Я очень редко бреюсь, у меня волосы на лице не растут вообще. И у меня есть ощущение, что как будто она реально бесконечная. То есть мне кажется, что вот в этом флакончике реально очень много пены. О, она еще увеличивается. Это красиво. Ее точно больше, чем в баллончике должно быть. Слушайте, но в одном баллончике пены для бритья точно пены значительно больше, чем сам объем флакончика. Пена для бритья, она увеличивается в размерах на воздухе, а сливки, они наоборот оседают на воздухе. Вот такие вот особенности у разных пен. Поехали! На счет 3. Раз, два, три. Тут гораздо удобнее, пальцы не болят. Мне кажется, мы уже сделали столько, сколько было сливок. Честно сказать, я уверен на 100%, что мы заполним этот бассейн полностью. Пеной можно строить башню. Господи, боже мой, как это залипательно! Я просто не знаю, это очень красиво. На это можно смотреть бесконечно. Люблю быть блогером. Завтра буду делать еще что-то более тупое. И я так счастлив этому. Но прямо сейчас, прям вот так вот неожиданно-негаданно, рубрика «Дополнительный эксперимент». Это наша новая рубрика на канале, в которой мы будем проводить эксперименты, которые не касаются темы сегодняшнего видеоролика, но их безумно интересно проверить. Это наша новая рубрика на канале, и я не совсем понимаю, насколько она вам нравится или не нравится, и не знаю, есть ли смысл запихивать ее в следующие ролики, поэтому давайте так, если под этим видеороликом вы проявите максимальную активность в виде ваших лайков, то в следующем ролике у нас будет снова дополнительный эксперимент, которого не должно было быть. Все, ребят, подготовили? Все готово. В этом эксперименте мы хотим проверить, сколько времени будет пшикать дезодорант. Я думаю, у всех возникал такой вопрос, как много пшиков можно сделать одним дезодорантом. Поэтому мы сейчас это и узнаем. На счет 3 начинаем время. Раз, два, три. Сколько секунд он будет пшикать на подмышке нашего экспериментатора? Господи, да хватит уже, ну что ты? Мне кажется, это бесконечная штука. А дома кончается очень быстро. Ура! Это закончилось. Теперь
вы знаете, что дезодорант пшикает 2 минуты 50 секунд. И это была рубрика дополнительного эксперимента. Если под этим видеороликом вы проявите хорошую активность, то в следующем ролике еще раз выйдет рубрика дополнительного эксперимента, который никак не касается темы видеоролика. Ну а мы продолжаем эксперименты с пеной! Внезапно. Так же ею пользуются, да? Во, теперь брейся. Мы делали в одном флакончике, сколько пены, это был бы... Ничего не вижу. Так лучше. Последняя баночка, последняя. Достаточно долго с ними возимся, уже гораздо дольше, чем со сливками. Знаете, если в прошлый раз пены было значительно меньше, и несмотря на это, мы все равно перевернули все это на человека, не можем же мы сейчас этого не сделать, учитывая то, как много здесь пены. Кто готов? Серега, Ребят, я все помылся. чё? Раз, два, три. Диман, скажи что-нибудь. Авада кедавра. Это было больно? Больно. Больно? Чтобы вы понимали, пены так много, что можно спрятать в ней человека. Хватит дышать, Диман. Палишься. Да. Пены здесь очень много. Я предлагаю перейти к следующей пене, с которой нужно быть гораздо аккуратнее, чем со всеми предыдущими. Это монтажная пена. Мы сейчас монтажную пену, Диман, будем... Я больше не выйду. Все. Я моюсь и иду домой. Для начала я предлагаю, как и всегда, открыть один баллон и посмотреть, какой объем будет у него. Эта пена ужасно воняет, поэтому мы будем в респираторе. Она еще не кончается. У нее просто больше. У меня есть ощущение, что мы заполним этот бассейн до конца. Как бы много здесь пены не было, ее станет еще больше, потому что это монтажная пена. Она расширяется со временем после того, как она контактирует с воздухом. Ну а теперь давайте посмотрим, сколько монтажной пене в 100 баллонах. Всего 5 баллонов, и результат уже примерно как у сливок, у 100 банок. То есть тут довольно-таки много пены. Мы запшикали туда порядка 10 баллонов, 15 баллонов, и здесь уже пены больше, чем было даже у пены для бритья. Монтажной пены будет очень много. Это похоже на разукраску. Она так хорошо липнет к стенкам. Это так прикольно.
Последний баллон. Та-дам! На этом и закончилось производство нашего торта. И что я могу сказать? Из 100 баллонов пены вот таких, объем которых составлял вот эти вот все коробки, мы получили вот такой вот бассейн, в который сегодня точно падать никто не будет. А зря. Очень. Выглядит как будто бы мягкое и приятное. Она высохла. Прошло несколько дней, пена увеличилась в объеме значительно. То, насколько сильно она увеличилась в объеме, я думаю, вы видите на таймлапсе. Вот так вот, только пены в 100 баллонах монтажной пены. Издалека похоже на огромный доширак. Так, это было очень плохо. Какая начинка, это офигенный пирог. Получается, тот объем, который вы видели, это не максимальный объем, который можно получить со 100 баллонов пены, потому что она расширяется, а то, что осталось внутри, оно осталось внутри и останется таким навечно. Ну а на этом видеоролик подошел к концу, а вам спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!